Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 4 по 10 сентября. Давайте узнаем, что думают карты. Мы будем реалистами, а личной истории каждого из нас карты нам не поведомят. Но я так надеюсь, если призовем свою интуицию и метафорические образы карт, какой-то вопрос мы сумеем, может быть, на пару шагов вперед просчитать или ответ по той или иной ситуации найти, ну или пазл какой-то у нас сложится. Ну, или проведем с вами, я надеюсь, приятное время, это в любом случае. Давайте разложим колоду вот таким образом, веером, чтобы все карты были у нас перед глазами. И первый вопрос мы задаем, первую карту. Что важно знать для вас на неделе? Ну, как ни крути, не будет как раньше. 13-й старший аркан. У вас сейчас период трансформации, который мы не можем отменить. Может быть, что-то вас и не устраивает, а может быть, вам сложно сделать в чем-то выбор, увидеть какую-то новую реальность, словно нас может тянуть назад, к тому, что нам привычно, дорого, знакомо, любимо. А карта нам говорит, ну нет, ну не повторится то, что было прежде. Тебе отсюда только вперед. И какой-то период жизни нам нужно пройти словно в одиночку. Может быть, научиться быть сильнее. Или учиться идти по интуиции. Почему говорю так? Часто по этой карте трансформационной именно я привожу тут пример с зернышком, который мы садим в землю. И прежде чем вот этот росточек, который глубоко спрятан внутри зерна, прежде чем он пробьется к солнцу, твердая оболочка, которая служила ему преградой какой-то, ну и в хорошем смысле панцирем, она должна быть разрушена. Иначе не получится ни солнца, ни какого-то прогресса. И вот сама трансформация, она предполагает именно разрушение каких-то прежних, может быть, устоев, или, ну, где-то ломку шаблона, или нашего уклада жизни, вот такое тоже может проиграться. Иными словами, трансформация. И поначалу нам может казаться темновато, непонятно, что делать дальше. Или я иду словно в темноте, исследую непознанную землю без карты. И ведь тот росток, правда, прежде чем к солнцу пробьется, он ведь сквозь темную землю проходит, сам по себе прокладывая дорогу. И вот что-то подобное, вот если так аллегорически говорить, мы можем чувствовать в этот период. И это старший аркан, это не совсем на 7 дней, это где-то более длинный период. Давайте мы спросим, если это что важно знать, то есть неизбежная трансформация, вы сейчас в ней находитесь, что-то меняется в вашей жизни. И не оборачивайся назад. Хотя у нас ведь на неделе две очень мощные планеты, у нас их и не только две, там больше. И, кстати, ваш Нептун, мои дорогие рыбы и рыбки, он ведь тоже в ретро-движении. И, может быть, некоторое дежавю нас как будто отбрасывает назад, но не для того, чтобы мы там остались, а для того, чтобы, может быть, поставили точки какие-то, расставили, точнее, над «и», или сыграли какой-то заключительный аккорд, или, может быть, окончательно приняли решение, что да, вот я уже теперь не хочу, как прежде, я уже теперь хочу перемены только вперед и скорее с чем-то определиться, потому что, может быть, для кого-то из вас более конкретными станут ваши намерения, цели, мечты. У нас две планеты, которые присоединяются в ретро-движение. Это Юпитер с 3 сентября и с 28 августа Уран. Есть какая-то ломка буквально шаблона. По Урану это всегда, знаете, ну я не скажу, что это разрушение, но могут быть такие обстоятельства непреодолимой силы, которые словно, ну, ломают наши планы. Причем так, как мы себе вроде бы составили, нам все понятно. И тут вдруг какой-то фокус словно, и нам приходится где-то корректировать как и план, так и действовать совершенно по-другому, как мы не планировали. И такое тоже может проиграться. И это все происходит как Уран, так и Юпитер. И будет происходить до 31 декабря, до конца года. И в знаке зодиака Телец. А Телец – это у нас ось, финансы, отношения. И финансы
могут означать не только ваши как способ заработка, это может быть еще и финансы вашей пары, это могут быть отношения, опять же, не только и личная жизнь, а это могут быть наше положение в социуме, наше умение взаимодействовать с людьми. Вот это будет проигрываться до конца года. И вы вот где-то вот эти энергии, что касается денег и отношений, вы будете словно трансформировать, переделывать как-то под нового себя до конца года. Но на этой неделе эта трансформация как будто продолжается, у кого-то, может быть, начинается, может быть, повторюсь, с какого-то события, которое где-то, ну, совершенно из ряда вон выходящее. Вот по Урану такое, увы, может быть. Ну, давайте идем дальше. Что важно знать, да, это у нас была карта, от чего не избежать или неожиданности. Получение денег, получение какого-то известия, иногда так проигрывается, но в этой карте, колоде точнее, и в этой карте туз пентаклей, очень добрая карта, которая обещает как раз какие-то перспективы. А может быть, это вы, мои дорогие рыбы и рыбки, с чем-то определитесь, или нам кто-то приходит на помощь. Но я так больше склонна к тому, что если мы сказали ломка шаблона, то вот с этой картой мы как раз понимаем, зачем это было нам нужно. Ну, а для кого-то не избежать получения денег. Какая-то финансовая история для вас может как раз иметь далекие перспективы на будущее, и этому нужно уделить внимание. Или получение денег как таковых. Давайте мы спросим, что нам может помешать или чему сейчас не время. Эмоции. Если мы где-то так соскользнем в прошлое или, хотя эта карта нам не говорит о том, что это прошлое, вовсе нет. Здесь как раз может, знаете, проиграться и какая-то история, может быть, и любви, или какая-то история отношений, которая приятная, а может быть, приятная из прошлого, кстати. Нам хочется словно окунуться в какую-то негу или не думать о хлебе насущном, или не думать о каких-то трансформационных процессах. Нам хочется более чего-то теплого, радостного, доброго, счастливого, но застревать где-то, да, или пытаться посредством таких эмоций вернуться назад и думать, что так будет всегда, вот как будто нет. Мы можем прочувствовать где-то вот эти теплые, прекрасные эмоции, и нам захочется расслабиться, потому что по пажу кубков есть такой элемент, что, ну, так вот мы немножко где-то выходим из реальности какой-то, есть такое, потому что нас увлекают эмоции, и это выпадает в позиции, чему сейчас не время. Значит, правда, с такими серьезными картами, как и туз пентаклей, все-таки тут не про эмоции, тут какая-то конкретика. Как конкретика по документам может проиграться, так и по деньгам. Да и с 13-м арканом трансформации точно эмоции, они есть, что-то нас радует, но мы в них не можем оставаться. Они нам будут тогда мешать увидеть реальность. А для вас сейчас это самое главное. Что нам будет помогать, мои дорогие рыбы и рыбки? Давайте такую карту будем доставать. Так, какую я возьму карту? Нет, тут, наверное, где-то здесь. Что нам будет помогать? А то, что если мы никуда не спешим, может быть, где-то мы уже поспешили, да, и теперь стоим, анализируем так, и что это было, к примеру. Мы, кстати, если не даем никому никаких обязательств, нам это тоже будет помогать. Если мы не пытаемся где-то демонстрировать себя, не пытаемся словно, знаете, думать, что какая-то ситуация разрешится сама по себе и без нашего какого-то участия. Вот это тоже вряд ли нам будет помогать. С другой стороны, если мы будем куда-то торопиться, а по 13-му аркану как раз и рекомендуется искусство мелких шагов. Как будто сделал одно дело, осмотрись, подумай. Сделал один шаг, опять же остановись, подумай, не торопись. И вот какая-то, в принципе, цикличность неторопливая,
нам будет помогать решать какие-то вопросы. Или просто идем по ситуации и где-то не форсируем те события, которые невозможно изменить, то, что мы называем обстоятельствами. Принимаем как раз то, что происходит вокруг нас, какую-то обстановку. И с другой стороны, нам будет помогать, если мы где-то сами себя не поставим в какой-то режим ограничений, не создадим себе тупиковой ситуации, нам это тоже помогает. С одной стороны, поможет, как я сказала, неспешность какая-то, но и если мы разберемся с какой-то проблемой, чтобы не было, словно, знаете, как зависшей вот этой ситуации, или когда это мы, словно пойманы на крючок, и заложники какой-то ситуации. Вот такого тоже не должно быть. Где-то мы это должны просчитать на пару шагов вперед. И тогда нам это тоже, опять же, помогает. Давайте мы посмотрим, что от меня скрыто. Ваш успех. Карта заслуженного успеха, но предполагается по этой карте, что именно наши действия, пусть они на этой неделе не форсированные, нет какого-то ускорения, но мы как будто открыты новому, открыты миру. Мы начали какой-то проект, мы его продолжаем. Для кого-то из вас это буквально поездка, переезд нам помогает. Может быть, мы куда-то отправились, и на месте мы разберемся с какой-то ситуацией. Может быть, проиграется так. Или мы совершили, или собираемся совершить куда-то переезд далеко. Нам это тоже как будто помогает. Вообще поездки будут успешными на этой неделе. И если скрыто мы говорим, что мы не видим своих возможностей и еще на данный момент, а карта нам обещает уже успех. И поэтому вот именно эти поездки, если у кого-то, правда, это проигрывается, это умение или возможность увидеть то, что нами, может быть, предполагалось, или, с другой стороны, мы думали, что это что-то вау, а когда мы приблизимся, мы поймем, что нам в этом направлении не нужно. Или, отправившись на местность, мы как будто тоже увидим какую-то реальность. Вот этот момент тоже может проиграться. По карте шестерка мечей, что скрыто, это какой-то успех ваш, к примеру, в видах деятельности, может быть, IT-технологии, работа, связанная с интернет, работа, связанная с большим объемом информации и людей. А вы великие психологи, мои дорогие рыбы и рыбки. Это все то, что скрыто и как бы нас косвенно может подтолкнуть к успеху или добавить нам каких-то бонусов. С другой стороны, это может быть как изучение иностранных языков. У кого-то и так проиграется освоение новой специальности. Или окончательное решение, что я ухожу в свободное плавание, начинаю работать сам на себя, или вы начинаете что-то продумывать. У кого-то будет связано, если мы говорим интернет, с ростом вашей популярности. Может быть, вы решите быть медийным человеком, и эта карта все равно обещает успех. Мои дорогие рыбы и рыбки, трансформация. Вот увидеть, что же это будет за успех, какова же моя стезя, или в чем будет мой прогресс. Вот прочувствовать, может быть, какую-то либо свою сферу деятельности, либо направление конкретно. Давайте мы достанем 3 карты по основным сферам деятельности и спросим. Дела, работа, бизнес. Давайте так. Ну, есть такой момент, что мы чему-то учимся. Тройка пентаклей, мы сдаем экзамен. У кого-то это буквально экзамены вы сдаете и куда-то поступаете, или, может быть, курсы заканчиваете, сдаете экзамены. У кого-то на вождение экзамены, кто-то на курсах иностранных, повторюсь, языков. Но это есть еще значение цикличности по этой карте. Когда мы жизненные какие-то уроки прошли, словно сдаем, завершаем вот этот экзамен, какой-то опыт нам пространство и Вселенная не повторит еще раз, потому что мы правильно пройдем этот этап жизненный. И мы словно переходим на новую фазу жизни, или это новые какие-то возможности, или это к новому статусу, к новому качеству жизни, когда в нашей жизни будет что-то совершенно по-другому. И это дела, работа, бизнес. Мы можем любой вопрос уладить как раз, когда мы более открыты как и миру, повторюсь, так и готовы чему-то учиться. Может быть,
отстроить с учетом нового опыта, который мы будем постепенно, с учетом, опять же, карты трансформации, нарабатывать, а по 13-му аркану прежний опыт не работает, а работает вот как раз новый или наши новые какие-то знания. Они нам приносят какие-то возможности, открывают перед нами перспективы, а главное интерес, вдохновение, вот это все приходит. И это тоже где-то есть смысл по тройке пентаклей. То есть мы должны заниматься только тем, что нам нравится. Там вот где-то в том направлении, что вам нравится, там же и ваш успех, мои дорогие рыбы и рыбки. Давайте мы спросим, а что у нас по финансам? Хотя у нас по финансам туз пентаклей целый выпал. А по финансам финансы, правда, финансовая ситуация на этой неделе более чем стабильная. И нам говорят, ты можешь даже себя чем-то порадовать. По этой карте, это карта эгоиста вообще, когда мы, в принципе, получаем то, что мы хотим, когда нас все устраивает. Ну и, безусловно, деньги, или, может быть, подарки, или какая-то энная сумма денег к нам приходит, или мы оклад наш получаем, да, ну, значит, тут могут быть все равно какие-то бонусы, когда мы в целом контролируем ситуацию и уделяем достаточное внимание финансовым вопросам. С финансами порядок, но держим мы это на контроле. И если мы говорим себя порадовать, имеется в виду мелкие покупки как раз, они предполагаются. Или то, что нам необходимо, может быть, по вещам, ну вот сейчас, но это не есть что-то крупное, глобальное. Все-таки девятка, и она предполагает впереди перемены. Поэтому крупных трат мы как будто не осуществляем. По крайней мере, карта не советует. Но вот побаловать себя определенно стоит, мои дорогие. В личной жизни. Давайте вот эту карту достанем. Любовь. Какие-то новые отношения, взаимопонимание, душевность. А может быть, с учетом как раз карты шестерки мечей мы говорили переезд или поездка, встреча с вашим любимым человеком, какое-то вдохновение. Здесь нам говорят об искренних отношениях, а кто-то из вас, и для тех, кто один или одна, правда, может быть, вы познакомитесь с таким человеком, или эта карта может говорить о том, что вы будете где-то готовы к тому, чтобы ваше новое знакомство, любовь состоялась. И это тоже имеет значение. Почему? Потому что если мы где-то не желаем новых встреч, новых отношений, отношений надежных, их ведь и не будет. Мы сами творцы своего счастья, поэтому если мы говорим, все рождается ментально, то мы себе словно из будущего помогаем сегодня. И если мы начинаем даже о нашей личной жизни что-то как будто планировать или представлять, какого партнера мы бы хотели видеть с собой рядом. Но есть определенно, мои дорогие рыбы и рыбки, как будто желание любить и быть любимым. И есть и отношения такие. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.